Приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим про легенду советского станкостроения универсальный фрезерный станок модели 675, который выпускался в 60-е годы прошлого столетия на Одесском заводе фрезерных станков имени Кирова. К слову сказать, станок также выпускался и на таких заводах, как Вильнюсский станкостроительный Коммунарс и Ереванский завод фрезерных станков. Станок по сути был заменой старых моделей 678М 1948 года и 679 1959 года. Ну а прежде чем мы перейдем к обзору станка, хочу порекомендовать сайт бесплатных объявлений directlot.ru, где вы сможете продать или купить различные БУ инструменты, станки, а также необходимую оснастку. Здесь же вы сможете приобрести и станок 675 по довольно выгодным ценам. Если заинтересовало, ссылку я оставлю в описании. Фрезерный станок модели 675 предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя, который при необходимости может быть повернут под углом. Обрабатываемая деталь может быть установлена на основном столе с вертикальной рабочей плоскостью или на угловом столе с горизонтальной рабочей плоскостью. Для обработки наклонных поверхностей деталь может устанавливаться на универсальном столе. Для обработки деталей, требующих деления, могут быть использованы круглый стол либо делительная головка. Используя резцовую, быстроходную, долбежную головки и комплект вспомогательного инструмента, можно выполнять на станке расточные, сверлильные и долбежные работы. К станку прилагается удобный для пользования инструментальный шкаф, а также комплект приспособлений и инструмента. На станке 675 можно выполнять ряд фрезерных и расточных работ с высокой точностью, которая может быть достигнута, если станок установлен в помещении с постоянной температурой 20 градусов и влажностью 65%, если вблизи станка нет источников тепла и вибрации. На станке можно выполнять также сверление и рассверливание, долбление, центрование, цекование, зенкирование, развертывание, растачивание. Наличие двух шпинделей горизонтального и поворотного вертикального, а также большого количества принадлежностей к станку делает его широко универсальным и удобным для работы в инструментальных цехах машиностроительных заводов при изготовлении приспособлений, инструмента, рельефных штампов и прочих изделий. Широкий диапазон оборотов шпинделя и подач, наличие механических подач и быстрых перемещений обеспечивает экономичную обработку различных деталей в оптимальных режимах. Станок применяется в единичном и мелкосерийном производстве в инструментальных и механических цехах машиностроительных предприятий. Универсальный фрезерный станок 675 поставлялся в одном из трех исполнений. Первое – стандартное исполнение. Станок комплектовался вертикальной головкой, тисками, инструментом, угловым горизонтальным столом. Второе исполнение 675-1 для фрезерования деталей под углом. В комплекте было вертикальная головка, угловой универсальный стол, круглый стол, делительная головка, тиски, инструмент. Третье исполнение 675-2 для нарезания спиралей и сложного деления оснащался вертикальной головкой, угловым вертикальным столом, круглым столом, делительной головкой, гитарой, быстроходной головкой для сверления отверстий в цветных металлах, тисками, инструментом и долбежной головкой. Широкоуниверсальный фрезерный станок 675 обладал особыми преимуществами. Литая массивная чугунная станина поглощает вибрации и позволяет сохранить качество обрабатываемых на станке деталей. Возможно фрезерование как небольших деталей, так и деталей длиной до 800 метров, шириной 250 метров и более. Использование станка в инструментальных и механических цехах с мелкосерийным и индивидуальным производством. Реализована возможность производить долбежные операции при приобретении за дополнительную
долбежную плату долбежной головки. Удобное, интуитивно понятное классическое управление станком. Небольшие габариты станка позволяют разместить его практически в любом помещении, в том числе и гараже. Широкий диапазон вращения горизонтального и вертикального шпинделей позволяет подобрать наиболее подходящие режимы резания. Подача СОЖ осуществляется электронасосом. Производительность электрического насоса 22 литра в минуту. Станок имеет дополнительную шпиндельную вертикальную головку, расположенную на выдвижном хоботе, которую можно поворачивать под углом 90 градусов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Основные характеристики фрезерного широкоуниверсального станка 675 были таковыми. Размеры рабочей поверхности вертикального стола 200 на 500 мм. Размеры рабочей поверхности углового горизонтального стола 200 на 630 мм. Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности углового стола 55-355 мм. Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности углового стола до 280 мм. Наибольший продольный ход стола по оси X 320 мм. Наибольший вертикальный ход стола по оси Z 300 мм. Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки по оси Y 200 мм. Конец шпинделя оснащен конусом Морзе 4. Пределы частот вращения горизонтального шпинделя от 50 до 1630 оборотов в минуту. Пределы частот вращения вертикального шпинделя от 63 до 2040 оборотов в минуту. Электродвигатель привода шпинделя 1,7 кВт, 1420 оборотов в минуту. Вес станка 635 кг.